Добрый день, добрый вечер, доброй ночи на канале Вивиена Эзотерика и Жизнь. Здравствуйте, мои дорогие любимые. И сегодня мы сделаем такой здесь расклад о нашем необыкновенном, о том, кто о нас думает. Спасибо вам за донаты, потому что это энергообмен. А в жизни все нужно купить и продать, продать и купить, обменять, обменяться. За ваши комментарии, за ваши подписки в Телеграм, то, что вы пишете. Спасибо, спасибо. Заходите в Телеграм, ссылки все в описании, в закрепленном комментарии. А сегодня у нас у какого человека, ну, могут смотреть мужчины, вы интерпретируете под себя, а девочки на мужчину, ты не выходишь из головы. И почему? Давайте будем смотреть. Успокоились только, когда вы в такой медитации. Правильный ответ. Я всегда делаю один расклад, потому что это более эффективно и более правильно. Если начало вас устраивает, совпадает, то дальше смотрим. Наши кошечки и совушки. Так, давайте я вот так сделаю, чтобы мне было удобно. Ну, давайте загадали человека, представляйте его перед своими глазами. Какой у нас он сейчас по энергиям, энергетически. Вот он сам, какой у нас, ну, конечно, сам с усам, эгоистом всем усам. Этот человек, да, эгоистичный, вышел сам. На первом месте его амбиции, его идеи, его удовольствие, все для него. Вот он сейчас как бы сам в себе. Сейчас у человека энергетический человек, ну, ему хочется физических удовольствий. С противоположным полом физических удовольствий. И что у него сейчас? Да, он о ком-то вспоминает. Вот ему даже хочется этих физических удовольствий, а какой-то... Вот он вспоминает какую-то связь или какого-то партнера или женщину, партнершу, женщину. Даже, может быть, с ней не было ничего физического, но ему очень этого хочется. То есть у каждого по-своему. То есть человек желает того, кто у него в мыслях и в голове. Что у него сейчас энергетически? Энергетически он действительно отдален. Этот человек может, конечно, где-то учиться, познавать какие-то новые специальности и новые возможности, но у кого-то это будет что-то, что человек отдален вот от тех людей, которые ему близки. Может быть, он в другой стране, может, еще где-то. То есть человек где-то отдален, да, от тех, кого близки, или о том, о ком он думает. И он это скрывает. Потому что та женщина или мужчина, вот мы смотрим, человек. Потому что можно думать о друге с радостью. Но здесь идет именно любовная больше связь и союз какой-то. И он далеко от этого человека. Или энергетически далеко. Может быть, живут в одном подъезде, а встретиться невозможно. Да, у человека повязан каким-то образом и хочет улететь и изменить все обстоятельства своей жизни. Хочет, чтобы было много удовольствия и радости. А сейчас ему как-то тяжеловато внутренне, и физически, и духовно. Ну, а теперь будем смотреть на человека. Вот мы будем сегодня смотреть, а вы смотрите по своим ассоциациям, какой это мужчина. Есть он в вашем горизонте? Если нету, значит, это мужчина будущего. Какой мужчина без вас не может, и вы не выходите у него из головы? Мужчина, который очень на первом месте ставит, что материальная карьера – это на первом месте. Какой мужчина? Мужчина, который понимает, что, вот, может быть, он сам и женатый, а может быть и нет, потому что вы смотрите разные девочки, но у которого вот сложилась ситуация, что брак, семья – это то, чего научили, и то, что есть продолжение жизни. То есть брак, жена, дети – это продолжение жизни. Какой человек? Или этот человек действительно жаждет вступить в такие отношения, которые мы всегда говорили, что это очень важно. Какой человек? Человек, который, да, действительно считает, что материально это очень важно, что дом очень важно. Человек, у которого или есть уже свое жилище, или он намеревается его приобрести
И это у него какая-то цель есть. Вот этот человек, у этого человека вы не выходите из головы, потому что он говорит, я уже готов к каким-то таким отношениям, в которых можно быть парой и идти вместе. У меня есть уже какая-то специальность, у меня есть карьера, у кого-то есть бизнес, и у меня есть уже жилье или уже намерение то, что это жилье приобрести, и я готов к таким отношениям. Вот такой человек. Человек, которого было прошлое. Прошлое достаточно очень тяжело ударило его кувалдой по голове, потому что он из этого прошлого вышел не солоно хлебавший, можно так сказать. Вышел как осел, но, знаете, это прошли какие-то очень серьезные уроки в его жизни. Что-то он взял с собой, но это очень, ну, я имею в виду, из материального, вот чуть-чуть, маленькую сумочку. Все остальное он оставил там. Он оставил там часть своей души, часть своего сердца и материальные какие-то блага. И так он и говорит, ну и осел же я был. Какой мужчина? Мужчина, да, который за какие-то свои действия, поступки, получил уже по башке, вот действительно, я сказал, кувалдой, тут бумеранг вышел, получил по голове, то есть он уже это отработал. Мужчина, который действительно, которому вы очень нравитесь. Мужчина, которому вы нравитесь, и мужчина, который знает, как надо обхаживать женщину, чтобы ей понравиться. То есть он знает какие-то методы манипуляции, чтобы женщине понравиться. Что у нас такое за мужчина? Мужчина, который поставил на прошлом полную точку. Если у него есть прошлое, то, конечно, есть всегда какое-то прошлое, мы же не только что родились. И он поставил полную точку. Мужчина, который или приехал, или у него есть средства передвижения. Потому что он оставил прошлое и уехал куда-то, ушел подальше. Или есть у него действительно средства передвижения. Мужчина этот может работать в каких-то муниципальных учреждениях или связан с такой работой, где много каких-то надо подписывать бумаг. Мужчина, который считает, что брак должен быть обязательно официальным. Он должен быть оформленный. Вот такой мужчина, у которого вы не выходите из головы. Но этот мужчина, как я сказала, он эгоистичный. То есть все должно быть по его правилам. И он ищет женщину, которая бы эти правила приняла и получилась гармония. Он считает, что мужчина – это глава в доме, и нужно по его правилам подчиняться им, а мужчина тоже имеет какие-то права и обязательства по отношению к своей партнерше, к своей женщине, чтобы поддерживать ее, чтобы приносить в дом достаток. У него какие-то определенные правила есть. Мужчина с какими-то правилами. Очень похоже, что, вы знаете, такие мужчины бывают как военные. Те, которые муниципалитет работают, там, может быть, в полиции, в налоговых. Ну, то есть там, где какие-то правила. Или человек сам такой, у него в семье были такие правила. Ну, давайте еще будем смотреть. Так, это я отодвигаю сюда. У какого мужчины вы не выходите из головы? Вы в комментариях пишите, да, вот подходит под таким описанием мне мужчина. Если не подходит, то это у вас будущий человек. Человек, который придет к вам в жизнь. А может быть, это прошлый, у которого вы тоже не выходите из головы. Смотрите, потому что у вас выходит. У каждого своя ситуация в жизни. Хотя ситуации бывают похожие, только нюансы бывают чуть разные. Каждая счастливая семья счастлива одинаково. А вот несчастные по-своему. Ой, камеру задела. Ну, давайте смотреть, у какого мужчины вы не выходите из головы. Он думает о вас так. У нас нельзя, YouTube запретил эти всякие, чтобы не показывали такие тела, поэтому карту прикрою. У мужчины, которому действительно, у него стоит выбор, который действительно хотел бы, чтобы была партнерша, женщина рядом с ним, которая гармонично бы вписывалась,
карта, карта влюбленные. То есть ему нужна не просто женщина, а женщина, которая действительно и его бы любила, и он бы ее любил. Сейчас я просто другую карту, эту карту посмотрю, эту надо прикрыть. YouTube новые правила ввел, что даже нарисованные картинки, где тела или ягодицы, показывать нельзя. Так, потом прикрываем эту карту. У какого мужчины? Какой мужчина? Мужчина, который действительно... Так, убираю эту карту. Так вот. Мужчина, который действительно долго уже ищет эту женщину. Вот знаете, все попадались обыкновенные не те. Вот такой мужчина думает о вас. А вы почему-то... А почему вы-то как... А вы как к нему? А вы как к нему? А вы считаете, что... Понимаете, вы считаете, что то ли недостойны его, то ли вы не замечаете среди множества звезд одну главную звезду, а это этот мужчина. Я им говорю, прикрываю карты, в которых вот такие рисунки. Так. Мужчина, который настрадался. Мужчина и сейчас страдает. И знаете, вот такое идет, что у мужчины сейчас какие-то идут ситуации между жизнью и смертью. Или чего-то он так боится, что это вот между жизнью и смертью. Что этот мужчина, что он это думает? Вот вы не выходите, что он думает о вас? Он страдает по вам. Он лежит, знаете, и думает, что вот эта женщина, это та женщина, которая женщина. А почему он так думает? О, знаете, почему он так думает? Потому что этот мужчина действительно эгоист, манипулятор, который действительно считает, что я мужчина, я сам все могу. Я могуйка за могуйка, но карта маг, карта свершений, карта вперед идущая. А тут он, знаете, потерялся. Знаете, когда мужчины влюбляются, я же ведунья и психолог, когда мужчины влюбляются, истинно влюбляются, понимаете, они даже слов произнести нормально не могут. Они пыркают. А вот когда мужчина просто хочет завладеть, как бы положить под себя, то он и так, и сяк, и не манипулирует, и какие-то там замечательные слова говорит, и шоколадки может дать, или что такое. А когда влюбляется, знаете, он боится войти даже туда, где он работает. Он боится сказать «здрасте». Он вас видит, поворачивает в другую сторону. Вот это действительно, когда мужчина влюблен. Он теряется. Ему кажется, что если он сейчас что-то произнесет, а вы его прогоните. Ну, вот именно с такими вот... Даже не знаю, как объяснить. Кто видел влюбленных мужчин, тот знает. Они просто как дар речи теряют. А вы для него... Да, он дар речи теряет, потому что вы для него солнце. Вы для него солнце. И этот мужчина, да, он понимает, что для того, чтобы быть женщиной в союзе, нужно иметь и материальные блага. Нужно иметь материальные блага, работу, карьеру. То есть нужно... Понимает этот мужчина, что такое семья, где мужчина, женщина, дети. Даже если в возрасте человек, то есть он понимает, что даже дети этой женщины, внуки этой женщины. То есть для него это очень важно. И что могу сказать у какого человека? У этого человека сейчас наступает период, он наступил, когда он поймал какую-то фортуну, и штурвал его корабля в его руках. У него карта колесо фортуны. И она к нему повернута. И боги за него. И теперь ему нужно действительно этот союз. И вот этот человек думает о вас. Вы не выходите из головы. Вот он. Он думает о вас и физически, и духовно, и как угодно. Вы ему очень нужны. Это король посохов. А что у него вот такое в сердце-то о вас? Вот он не выходит из головы. А в сердце, вот видите вы, женщина мечты. Женщина, которая действительно для семьи. Берегиня семьи, берегиня отношений. Вот такая женщина у него. Вот у этого мужчины вы не выходите из головы. А рядом с вами, могу сказать, девочки, есть мужчина, сейчас я другие возьму. Есть мужчина,
вот который вам нравится, а он обыкновенное ничто. Страус, который зарылся в песок, а вам нравится, повернулся так той стороной-то, как там хорошо все видно-то. Шарики какие пушистые. Да. Вот видите, а тут вам говорится, смотрите, карта правосудия в других колодах, а здесь нарисован священник. И вам говорится, что вот эти отношения, да, могут привести к общему знаменателю. А тот, который вот я у вас увидела, я же работаю по ясновидению через поток, а тот, да, только может приносить вам мучения и тыкать вам кинжалами в сердце, и вводить вас все время в заблуждение, то притянет, то оттянет. Вот такое. А здесь у вас идет священник. Здесь у вас идет правосудие. То есть этот человек идет по судьбе, по жизни. Все у нас идет по судьбе. Но этот человек идет, и который думает о вас, вам может ему не нравится. Знаете, сказать: ой, нет, ну у него, он меня старше, ой, у него уши не такие, ой, от него чем-то пахнет, или что-то, ну просто не нравится, понимаете? А этот человек действительно для жизни. И тут не влюбленность, которая хлоп-хлоп-хлоп, а именно чувства, которые приходят постепенно и превращаются в истинную гармонию, уважение. А уважение – это есть высший пилотаж, пик горы коммунизма. Вспомнилось вот это вот. Пик Эвереста. Пик отношений, уважения – это вот самый пик любви. Давайте посмотрим еще, раз я открыла эту колоду, что этот мужчина, вот, у которого вы не выходите из головы, в данный момент о вас думает. Что вы его весна. Вы очарование, вы гармония. Знаете, я говорила о гармонии, да? Хоть вы там 120 килограмм весите, хоть 140, хоть 35, хоть 55, вы для него вот полный идеал. Вот он на вас смотрит, вы действительно полный идеал, вы гармония, вы весна, вы радость. А он действительно страдает. Он страдает, и у него есть желания и физические, и, знаете, он прячет от вас глаза. Вот посмотрите на свое окружение. Он как бы прячет глаза. Если он из интернета, то есть он боится как бы вот нормально написать. Да, нет, ты не может написать ничего. Да, вот посмотрите, кто вы для него. Вы для него его избранница в белом платье. Невеста монет. Даже больше не буду класть никакие карты, потому что у большинства здесь выходит, у многих, что вы не замечаете этого человека, потому что он влюблен. Вы замечаете тех, которые выгодники, которые хотят взять с вас что-то, а этому человеку нужны просто вы. Вы, как женщина, дающая свет, добро и радость. Пишите в комментариях то, что я вам сказала, что у кого сходится с человеком, который и есть у вас, может быть, это и прошлый. И вы теперь говорите: нет, в прошлое не могу, не пойду. А человек не то, что изменился, человек вот смотрит на вас вот так. Пишите в комментариях: принимаю, приобретаю. И если у вас что-то сошлось, то, пожалуйста, пишите, что да, вот такой мужчина у меня есть, или такой мужчина у меня был. Или да, это будущее, я согласна принять это будущее. Приходите в Телеграм, мы там общаемся. Пока-пока. С вами была Вивьена. До новых встреч на канале Ведунья Вивиена.